Сегодня мы с вами поговорим о Марсе, о том, какую фотографию интересную прислал марсоход Curiosity с Марса. Вообще, когда вокруг Марса летают корабли, потрясающий вид открывается на кратеры, на пустыни Марса. И там находится самая высокая гора Солнечной системы, это Олимп, 20 километров, в 2 раза больше Эвереста. И когда космические станции вокруг Марса летают, они видят потрясающие по красоте пейзажи. Пустыни, русла древних рек, дюны, которые заполняют кратеры. Песчаные дюны принимают очень интересную причудливую форму, и там появляются какие-то непонятные такие кристаллы, которые, в общем-то, трудно пока объяснить. Более того, на Марсе есть вода. Вы видите, вот сейчас на полюсе в кратере есть лед. То есть там возможна жизнь. И вот теперь посмотрите на видео, которое прислал марсоход. Внимательно смотрите, не покажется ли вам что-то здесь интересным. Я когда посмотрел это видео, я был буквально поражен и начал его изучать поподробнее. Ну и так как я когда-то был биологом, изучал древние всякие организмы, то меня это просто буквально ошеломило. Итак, давайте посмотрим. Вот на эту кучку камней, там рядом следы марсохода. Вот обратите внимание на этот снимок. Теперь я обвел поподробнее. Видите, да, вот что я обвел. Это остаток скелета позвоночника. Это вот справа это земного динозавра, слева марсианского. То есть это остистые отростки позвонков. Я преподавал анатомию, я могу отличить остистые отростки. И вот когда мы... Вот это вот на Земле, в пустыне Гоби, которая, кстати, очень похожа по климату на марсианскую пустыню, находят вот такие вот остатки позвоночника. А вот теперь вернемся на Марс. Что видел Curiosity? Справа земной позвоночник, слева марсианский. А это так называемый Эриопс, позвоночник древнего существа, которое много сотен миллионов лет вот он был на Земле. Так вот, мне кажется, что на Марсе мы как раз увидели вот марсоход. Но он проехал мимо, он не возвращается, марсоход, понимаете? Вот он вот увидел это и поехал дальше. А нам надо подумать. И я надеюсь, что когда уже люди прилетят на Марс, а не аппарат бездушный, который проехал мимо такого интересного объекта, то мы все-таки поймем, жил ли кто-нибудь на Марсе когда-то много миллионов лет, как на Земле, или это всего лишь игра природы, воображения.